Добрый день! Возвращением на занятия по Нагарджуне. Начинаем. Мы дошли до 17 главы, которая Леки Такпа. Это исследование природы кармы и семян для кармы. Мы изучили и говорили, что эта глава необычная, потому что мы можем ее понять. Она даже не похожа на Нагарджуну. Не волнуйтесь, он нас потеряет позже. Лично мне было интересно, почему он пошел в представление о карме в духе Абхидharma, разделяя ее на намерения и действия тела и речи, которые намеревались. Потом он пошел через какие-то неоднозначные идеи Абхидharma о различных видах кармы, что можно увидеть намерение человека или ореол, или формы ауры вокруг него, хорошие или плохие, и это уже другой вид кармы. Ребята, хотите заработать $100? Догадайтесь, почему он проходит через неоднозначные понятия о карме в Абхидharме. Неразборчивый ответ из зала. Нет. Почему? Почему он работает над этим? Ответ гораздо проще, чем это. Потому что каждый изучал Абхидharmu. Да, сколько я обещал? $100? Да, паче $100. Не забудьте сказать Элли. Да, каждый был Абхидharma в то время в течение 700 лет. Потом он пытался повернуть вспять эту накатывающуюся волну. И он, кстати, сделал это одной рукой. Он стоял перед целым океаном бухгалтеров из школы Абхидharma. И он превратил их всех в хиппи. В общем так, он продолжает. Интересно, помните ли вы, почему он не описал просто-напросто 10 добрых дел и 10 плохих дел? И угадайте, что он делает дальше. Готово? Карпеле значит белая карма или хорошая карма. Ламчупо — это 10 путей. Итак, 10 добрых дел, 10 заповедей в буддизме называются 10 путей белой кармы. Это метод достижения дхармы. И тогда Чони Лама говорит, когда Нагарджуна использует слово «дхарма» здесь, Арья Нагарджуна, он имеет в виду высшее рождение и несомненное благо. Несомненное благо называется нгелек, и это значит нирвана и буддовость. Когда Нагарджуна говорит в первой с половиной строке о 10 путях белых кармы, как о методе достижения дхармы, то он подразумевает высшее рождение и нирвану и буддовость. Далее в строке говорится, результатом этой дхармы является это и другое. Кто-нибудь хочет предположить, что такое это и другое? Вы достигаете хороших результатов в этой жизни и других жизнях. Дирстха, дирстха, правильно? Видимое этой жизни и видимое в будущих жизнях. Особенно то, что вы получите. До пе йотен. Хорошие вещи в сфере желаний. Вкусные вещи покушать. Приятную музыку послушать. Мягкие одеяла. Просто подумайте о чудесах вашей будущей жизни. Если следовать практике 10 хороших поступков, которые приятные будут в вашей жизни. Вы будете покупать дорогие крема для лица. Не знаю, как вы, но я думаю, что это странно. Не похоже, чтобы это говорил Нагарджуна. Вы купите новый автомобиль, ваши волосы отрастут, вы будете энергичны. Понимаете? Потом мы узнаем от Чони Ламы, что он критикует. Поняли? Он говорит, чудесно, 10 хороших поступков. Что? Больше денег, больше авто, больше волос. Вы будете здоровы. Потом мы узнаем от Чони Ламы, что Нагарджуна как бы говорит, посмотрите, как люди говорят о карме.
Посмотрите, как эти ребята говорят о карме. Вы смотрите на цели, куда они хотят направить карму. И затем он критикует их. И то, что он критикует, глубже, чем вы думаете. Нормально получать много денег, нормально получать красивый автомобиль, хорошо иметь красивую квартиру, но ненормально думать, что есть самосуществующее взаимоотношения между практикой 10 и получением всех этих вещей. Нормально ли иметь хорошую квартиру? Да. У меня может быть большой счет в банке. Да, и это нормально. Вы можете помочь большому числу людей. Могу ли я иметь большой автомобиль? Да, вы можете поместить больше людей или ездить на вечеринки в дом Джона Брэди. И потом, но если вы думаете, что есть самосуществующая связь между помощью другим людям или повторением мантры Будды медицины и получением всех этих приятных вещей, если вы думаете, что эта связь не происходит из вас, тогда что-то произойдет в следующем стихе. Следующий стих как бы рассказывает, о чем мы думаем на самом деле. Кстати, мне нравится, как Чунилама говорит, что у него есть дополнительный комментарий по последнему стиху. И вот фото парня с авиабилетами. Он говорит, кстати, этот стих, в общем, это критика людей, которые фокусируются на карме, чтобы получить вещи. Не потому, что вещи это неверно, а потому что их ощущение о связи между кармой и вещами слишком прочное. Они не понимают пустоту этой связи. Он говорит, что это нормально. Мы могли бы сказать, мы могли бы добавить еще одну строку к этому стиху, в которой бы говорилось, что вы получите дом, квартиру, вы будете здоровы, и вы достигнете просветления. Он говорит, что если бы это был он, то добавил бы строку к стиху, еще одну строку. Просто помните о том парне с авиабилетами и паспортом. Это паспорт к просветлению, которое тоже происходит от 10 добрых дел. Хорошо, следующий стих раскрывает мнение Нагарджуна о последнем стихе. Вот он. Если вы сделаете эту такпа, что такое такпа? BRTAG, Баратататага так, парикша, да, парикша. Если сделаете, если это лучшее исследование, которое вы можете сделать о карме, то столкнетесь с большой кучей проблем, множеством больших кучей проблем. Итак, Нагарджуна такой, тот человек может его просто видеть. Он такой, я просто говорил, тебе необходимо делать 10 хороших дел, потому что ты думаешь получить много денег и вещей. Он говорит, неужели ты думаешь, что делать парикшу таким образом? Большая проблема, большая-большая. Слишком много проблем возникает из-за этого. Делать мантру Будды медицины, потому что вы думаете, будете здоровым впоследствии только для этого. И думать, что существует такая связь между мантрой и хорошим здоровьем, то позже вы попадаете во множество проблем. Каких проблем? Тогда Нагарджуна идет дальше. Он говорит, что ваш вид парикши — это антипарикша. Понятно? Ваше исследование — это глупое исследование. Поняли? Это идиотское исследование. Что? Вы собираетесь использовать карму только для того, чтобы получить немного денег или просто вылечить свои волосы или что-то в этом роде? Кстати, неплохо получить деньги. Неплохо отращивать волосы. Просто неправильно думать, что существует автоматическая связь. Это то, как вы думаете о мантре. Это не мантра. Хорошо? И у меня здесь 2 детей. Это близнецы. Когда вы видите их, вы предполагаете, что это фотография 2 близнецов. Но это предположение. Возможно, они вообще не близнецы. Они могут быть Они могут просто выглядеть похоже. Да, вы можете повторять мантру, и что-то может случиться. Но есть ли связь между этими двумя? Действительно ли это то, что, как вам кажется, вы видите? Хорошо. И это подводит нас к следующему стиху. Кстати, есть исследование о карме, которое вы могли бы провести.
которое бы было лучшим исследованием, не глупым. Вы могли бы провести разумное исследование. Это что такое? Это было описано Буддой и самосозданными Буддами, и великими слушателями. Это архаты, люди, достигшие нирваны. Если вы собираетесь провести исследование о карме, я предлагаю вам следовать за их исследованием, а не за вашим исследованием. Хорошо? Не думайте, что есть самосуществующая связь между мантрой Будды медицины и теми деньгами и хорошим здоровьем. Я предлагаю принести ваши исследования. К чему? К тому, что описал Будда. Хорошо. И что же это? Я вам расскажу. Я расскажу вам это совершенно точно. Рапту означает, что я разъясню вам четко 100%. Затем он переходит к очень глубокой и сложной теме. Наконец-то Нагарджуна приготовился к бою и сейчас покажет вам свой настоящий стиль. Вот и он. Пристегните ремни. Мы начинаем. Хорошо? В гравировках куча проблем, но я разобрался. Итак, пангья означает контракт. Это часто используется для кредитов. Когда вы занимаете деньги 2000 лет назад, вы должны были подписать пангья. Или когда вы выходите замуж, женитесь, вы должны подписать пангья. Это может быть брачный контракт и может быть кредитное соглашение. Он говорит, и вы должны читать между строк, и вы должны сказать «Чомиса». Вы, ребята, знаете «Чомиса». Я учила вас в Ламриме снова и снова и снова. 4 закона кармы. Чепа Чумисава. 4-й закон кармы. Если вы что-то сделаете, вы получите результат. Чепа Чомисава. Буквально чепа означает «если вы что-то делаете», чомисава означает «это не просто исчезает со временем». Вы не можете надеяться, что сможете солгать своей маме, и карма просто истощится рано или поздно, прежде чем 20 человек солгут вам в ответ. Как вы не сможете? Вы не должны надеяться, что сможете сделать что-то плохое. Держать это в секрете, никому не рассказывать. И со временем ее забудут, потому что карма так не работает. Все записано, и все увеличивается. Итак, он говорит, что принцип Чомисава, не забывайте это слово, потому что нам придется возвращаться к нему снова и снова. И в этой части Чомисава означает на тибетском «карма не исчезает просто так, если подождать достаточно долго». На самом деле все наоборот. Так что не думайте Чомисава. И так он говорит, что в Абхидхарме вы можете взять общее доказательство, и в школе Абхидхармы оно становится инструментом. Тот факт, что Чомисава, тот факт, что карма не исчезает просто так, в системе Абхидхармы это отдельная вещь, это реальная вещь, как чашка или стол. Эй, вы принесли свою чашку? Да. Вы поставили ее на стол? Да. Как поживает твой Чомисава? Что? Как поживает факт того, что ваша карма не исчезнет? Как это ощущается сегодня утром? На самом деле в системе Абхидхармы каждый раз, когда вы что-то делаете, вы также делаете чомисава. Делаете деньги, вы делаете чомисава. Понятно? Делаете доброе дело для кого-то, вы собираете очередной чомисава. Вы положили это, еще одно чомисава означает, что доброе дело просто так не исчезнет. И это может быть для хороших поступков или плохих поступков. Они делают это в Абхидхарме. У них есть такая идея, как тхокпа, когда вы достигаете нирваны. Что связывает вас с нирваной? На самом деле в Абхидхарме есть проблема, потому что вас больше нет. Тогда вы должны получить достижение. И это некий объект, это как чашка. У вас есть достижение? Вы достигли нирваны вчера? Да. Вам дали достижение? Нет.
«О Боже, что вы собираетесь? Это же отвалится. Получите результат». Так что это называется тхокпа. Итак, теперь мы перейдем к теме под названием «Как вы хотите назвать это по-английски?» Чумисава, оно не уходит, вы получили неуходящее, вы приобрели неуходящее, когда пожертвовали деньги в АЛЛ. Позаботились ли вы о том, чтобы получить неуходящее от ПАУ, когда делали пожертвования клубу, Голд-клубу? Она также дала вам неуходящее. Вы подхватили неуходящее? Хорошо, понятно? В каком-то смысле это контракт. Мы гарантируем, что у вас будет процветание. Почему? Вы только что пожертвовали деньги для самого важного проекта во Вселенной. Поэтому мы даем вам письменную гарантию, которая называется пангья или чумисапе пангья. Это неуходящий контракт. Хорошо, понятно? Потому что мы потратим пару часов на неуходящие контракты. Пулэншин означает, что это похоже на получение кредита. Пулэншин — это похоже на то, когда вы берете кредит. Вам дают договор, вы подписываете его. Когда вы берете деньги, вы получаете контракт, неуходящий контракт. Неуходящий означает, что вы не уйдете, не расплатившись. Хорошо? Таким образом, у вас есть неуходящее с хорошими вещами и плохими вещами. Хорошо, продолжаем. Мы копнем глубже. Неуходящее, да. Это имя существительное, правильно? Хорошо. И это будет практически вся оставшаяся часть главы. Нагарджуна намерен повторить то, что за последние 700 лет говорилось про неуходящее. Неуходящее. Каково это неуходящее? Я вам расскажу. Согласно Кхам, это означает Дхату, означает сферу. Их можно разделить на 3. Есть неуходящее в сфере желаний, есть неуходящее в сфере форм, есть неуходящее в сфере без форм, но он говорит 4. Почему? В системе Абидармы может быть что-то за пределами сфер. И это чистые вещи. Сакче, вимала. Например, нирвана или буддовость. Он говорит, что вы можете получить неуходящее, которое не в сансаре, оно за пределами сансары. Давайте назовем это 4. 3 для сфер сансары и 1 то, что за пределами сансары. 4 неуходящие. Чья идея? Абидарма. Абидарма. Чони Лама говорит «Че тракма багашик». Это означает деталистов, парней из Абидармы. Сначала можно поделить их на 4 типа, в зависимости от того, где неуходящие находятся. Что дальше? Что такое лунгматен? Вы, ребята, знаете это. Гева — это не гева, это не мигева, нейтральный. Да, кармически нейтральный, и здесь подвох. Многие из инструментов, которые удерживают духовные вещи на вас, сами по себе кармически нейтральны. Так что неуходящий контракт не хороший и не плохой. Я имею в виду, что может быть плохая составляющая в контракте или может быть хорошая составляющая в контракте, но бумага как инструмент, носитель контракта, которая и есть неуходящая, нейтральна. Это как бумага. Можно написать какую-нибудь гадость на бумаге или можно написать что-нибудь хорошее на бумаге, но неуходящее нейтрально. Оно может быть плохим, оно может быть хорошим. Отлично. Следующий стих. Первоисточники ошибка. Сейчас я исправлю. Хорошо. Очень важно. Оно не устраняется с помощью тхонгвам. Да. Вы можете увидеть пустоту напрямую, и это никак не повлияет на ваше неуходящее. Хорошо. Деликатный вопрос. Между прочим, Нагарджуна пытается произвести на нас впечатление. Что такое неуходящее? Что заставляет карму приклеиться к вам?
Что заставляет карму приклеиться к вам? Да, неуходящее. Как выглядит неуходящее? Кармически нейтрально. Оно может быть в разных сферах, и, к сожалению, вы не сбросите неуходящее, когда увидите пустоту напрямую, но, возможно, вы избавитесь от плохой кармы и сохраните неуходящее. Хорошо, это вопрос. Мы еще не уверены. Хорошо. Оно устраняется на пути привыкания за $100. Скажите мне, почему это должно быть $100? Не забудьте, в какой мы школе. А что, если я скажу, что неуходящее может быть устранено в конце пути привыкания? Почему? Что происходит там? Низшая школа. Низшая школа. Конец страданий. Мне нужна большая точность. За $100 мне нужно как минимум 2 слова. Низшая школа. Низшая школа. Хорошо. Уменьшаю до $50. Низшая нирвана. Прервать поток Пемпо и Рикпа. Низшая нирвана за $12. Забудьте о ставке. Пемпо означает ваше физическое тело. Рикпа означает ваш ум. Кьюкчепа означает в низшей школе, что вы исчезаете. Вы просто исчезаете, тогда вы больше не будете страдать. Ура! Тогда дебат от высшей школы не слишком сложен. Что же такое нирвана, по вашему мнению? Вы исчезаете. Что? Ваше тело исчезает, ваш ум исчезает. Да. Как мы тогда будем вас называть? Архат. Где Архат? Нигде. Это очень забавно. Это древний дебат. Где Архат? Хорошо. Вероятно, ваше неуходящее завершается, если ваше тело и ум завершается. Хорошо. Не забывайте, у нас была проблема, когда мы говорили, что кармические семена меняются, верно? Извините, если оно не меняется, оно не может дать результат. Если же оно меняется мгновение за мгновением, то исчезает за 1/65 долю секунды. То есть как оно может передать ваш? Как может быть чумисава? Как может существовать? Как это называется? Нет, какое слово мы используем? Как неуходящее может течь с потоком времени, если оно мгновенно появляется и исчезает из существования, мгновение за мгновение? Далее он говорит, не кармическое семя создает кармический результат, а неуходящее. Это семя прорастает и исчезает, но неуходящее остается. Когда семя исчезает, неуходящее остается с вами. И неуходящее дает вам деньги позже. После того, как вы сделаете пожертвование, понятно? Неуходящее может остаться, понятно? Хорошо, все в порядке. Я вижу, что вы впечатлены этой идеей. Если неуходящее может исчезнуть, просто потому, что вы достигли более высокого пути в 5 путях, или просто потому, что что-то произошло с вашей кармой в целом, скажите «лечепа чусава», тогда вы могли бы причинить кому-то вред и никогда не получить результата, что нарушает все законы кармы и все, что когда-либо говорил Будда. Если неуходящее могло бы быть устранено даже великими духовными достижениями, тогда вы говорите, что можно было бы совершить плохой поступок и не получить никакого результата.
Невозможно. Хорошо. Так что неуходящее должно остаться. Может быть, это ничего не создает, я не знаю. Посмотрите на все проблемы, которые вы создаете. Затем он говорит «сок». Он говорит другие проблемы также. И тогда Чони Лама говорит: «Вам интересно, в чем была другая проблема?» И мы говорим: «Да, мы действительно задавались этим вопросом». Проблема номер 3. Третий закон кармы. Да, если вы этого не делаете, у вас не будет проблем. Если вы не воруете деньги, вы никогда не потеряете деньги. Кармический закон номер 3. Если вы не делаете что-то, вы не получаете результата. Кармический закон номер 4. Если вы сделаете это, то это не исчезнет просто так. Хорошо, понятно? Чуми Сава. Принцип чего? Что это было? Неуходящее. Неуходящее — это так важно, потому что мы все еще можем соблюдать 2 последних закона кармы. Хорошо. Хорошо, поехали. Кстати, у меня тут есть тонущий Титаник. Ты готов, Пачи? Я так усердно работал. Вы знаете, что нет фотографий тонущего Титаника. Так что у меня для вас, ребята, есть вот это. Хорошо. Кстати, если Титаник, если у вас была кредитная карта, когда вы попали на Титаник, и вы часто пользовались ею на Титанике, а потом он затонул, как там ваша пангья? Как обстоят дела с вашей кредитной картой? Как она будет выглядеть? 0. 0. Понятно? Ваше неуходящее утонуло вместе с Титаником. Это представляет собой нирвану, прекращающее существование тела и ума. Это потопление Титаника. Он также забирает ваши счета по кредитным картам. Никому на Титанике не выставляли счет за еду и напитки. Интересно было узнать. Наверное, нет, правда? Вероятно, компания разорилась на следующий день. В любом случае, я подумал, что это был классный пример прекращения существования тела и ума. И затем все эти пангья, все эти договоренности по кредитным картам пошли ко дну вместе с кораблем. Тогда, возможно, нирвана определяется тем, что вы наконец-то избавились от счета по кредитной карте. Почему? Не осталось ни тела, ни ума, чтобы оплатить их. Понятно? Разве это не милое фото? Да. Я думаю, что нам стоит взять паузу и обратиться к санскриту насчет неуходящего. Как на санскрите неуходящее? Вот, пожалуйста. Авипранаша. Авипранаша. Это возможно на израильском. Ави. Эй, ави, пранаша. Здесь 4 части ави, пранаша. Пожалуйста, повторите. А, ви, пра, наша. Извините, наша. А, ви, пра, наша. Хорошо. Итак, А означает Кристина, отсутствующий. Отсутствующий. Ви означает очень сильно. Пра означает супер, и корень наш означает теряться или исчезать. Понятно? Очень сильно, полностью не исчезла. Очень сильно, полностью не исчезла. А, ви, пра, наша. Понятно? Так что вы можете использовать санскрит. Эй, у вас есть что-нибудь неуходящее? Извините, у вас есть какие-нибудь авипранаши? Да, у меня есть некоторые авипранаши. Надеюсь, я смогу сохранить авипранаши моих взносов в Gold Club. Надеюсь, что смогу потерять авипранаши, когда достигну нирваны от всех моих долгов по кредитным картам. Хорошо, выучите это слово. Обычно «наш» как корень в санскрите означает быть уничтоженным или быть потерянным. Возможно, это связано с «не». Хорошо, следующий стих. Кстати, это длинная глава, простите, но я знаю, что вы, ребята, восхищены. Хорошо. Теперь другой парень говорит: если вы можете потерять свои авипранаши, это звучит как еврейская выпечка. Правильно? Я не знаю. Где эта замечательная пекарня? Она еще там? О, на 2-й авеню? Да. Нет?
Знаете, та, которая то открывается, то закрывается постоянно. Нет, она была там около 100 лет. Да, надеюсь, она скоро откроется. Хорошо, в любом случае вы можете подхватить там несколько авиапранаж. В любом случае, парень говорит, я понимаю, если Титаник утонет, то все счета по кредитной карте исчезнут. Но что насчет от жизни к жизни? Теряете ли вы свои авиапранаши, когда переходите в новую жизнь, когда вы пересекаете границу? В новое перерождение переходят ли авиапранаши с вами? Неуходящее переходит с вами или нет? Кстати, что вы предполагаете? Да, они такие уходят? Нет, скорее всего, они не уходят, иначе не было бы кармы в следующей жизни. Хорошо, вот дополнительный ответ. Если вы переходите из одного перерождения в такое же перерождение, если вы переходите из человека в человека, вы сохраняете свои авиапранаши. Или если вы переходите из сферы желаний в сферу желаний, вы сохраняете свои авиапранаши. Возможно, не сохраняются некоторые ваши авиапранаши, когда вы изменяетесь на другую сферу, потому что те девы не будут иметь очевидных страданий, которые должны были бы быть у вас, если вы родились в сфере человеческой сфере, верно? Если вы перешли из сферы человеческих существ в сферу человеческих существ, вы бы испытывали грубые страдания, которых нет у дев. Если вы переходите из человека в девы, что-то должно было бы случиться с некоторыми из ваших авипранаш, относящихся к проблемам, потому что у них нет проблем. Понятно? Хорошо. Имея в виду, что когда вы переходите из человеческого рождения к рождению девой, в этом рождении у вас нет той грубой боли, которую вы испытываете в нашей сфере. Никто не ломает руку в сфере дев. Такого не происходит. Таким образом, может быть, что-то происходит с вашим авипранашами, если вы переходите в иную сферу, сферы человеческих существ. Хорошо, готовы? Простите. Ваша карма может не перейти с вами, но ваша авипранаша перейдет с вами. Как это? Ваша карма может не перейти с вами, но ваша, как мы называли это, ваше неуходящее перейдет с вами. Как это? Это все абидарма. Хорошо, простите. Кстати, единственная причина, по которой Нагарджуна обычно приводит множество диких идей абидарма, это если он собирается разрушить их в какой-то момент. Я просто рассказываю вам. Хорошо, следующий стих. Простите, следующий стих. Может означать что-то, что вы увидели на пути видения, но это может также означать дышта адышта, увиденное в этой жизни или увиденное в будущей жизни. И это то, что здесь имеется в виду, поскольку вы увидите это, поскольку дышта адышта, когда вы делаете любой из как бы это сказать, каждый раз, когда вы создаете карму в этой жизни, ваше неуходящее — это дыржта в этой жизни. Вы обретаете это в этой жизни. Без разницы, какую карму вы создали в этой жизни. Вы за это обретаете неуходящее в этой жизни. Дышта — это увиденное в этой жизни. Нам не по. И это может быть применимо к сакче или сакме, в системе Абидарма. Хорошие кармы, нечистые кармы или чистые кармы. И это длинная тема. Также оба типа четаны и четайтвы, четана и четайтва. Мы изучали это давно, вчера. Четана происходит от чит. Четана. Да-да. Намерение и то, что намеревались совершить. Это разделение, говорит он. Совершаете ли вы карму ментально, или вы совершаете карму из-за того, о чем вы думали в обоих случаях? Вы все равно получаете неуходящее. Будь то ментальная карма, которая является мысленной кармой, которая является намерением, или это действие тела или речи, которое этим намеревались совершить. Вы все равно получаете неуходящее. Это все детали неуходящего. Авипранаша. Это круто.
Вы получаете отдельное неуходящее каждый раз, когда вы создаете карму. То есть, по сути, вы всю жизнь собираете неуходящее. Вы всю жизнь ваши карманы наполняете неуходящим. Каждая крошечная вещь, которую вы делаете, приносит вам новое неуходящее. Это незаметно. Здесь говорится «тхате», «тхате парки». Возникает незаметно. Это действительно спорный вопрос. После того, как карма созрела, неуходящее остается с вами. И что она делает? Не спрашивайте меня. Он не говорит, но согласно Абхидхарме, неуходящее остается с вами, даже если карма уничтожена или созрела и завершается. Даже если семя заканчивается, каким-то образом неуходящее остается с вами. Поэтому мы, должно быть, накапливаем огромное количество неуходящих. Что они делают, если они больше уже не удерживают карму, я не знаю. Это похоже на пустой карман после того, как вы потратили все свои деньги. Полагаю, вы все еще имели бы карман. Хорошо. Теперь парень из Абхидхармы говорит: «Нагарджуна, ты забыл рассказать им, как избавиться от своего неуходящего». И Нагарджуна такой: «Да, давайте поговорим. Вот как избавиться от ваших неуходящих, лишних неуходящих. Хорошо». Вторая часть легкая. Шива. Вы теряете свое неуходящее. Если умираете. Да, если умираете, вы теряете некоторые неуходящие. Не похоже, что это имеет смысл. Потому что вы должны быть способны перенести это в свою следующую жизнь. Трепапхова означает серьезный, массивный, оканчивающий кармический результат. Это относится к входящему в поток, возвращающемуся единожды, не возвращающемуся и архату. Их называют 4 плода. Когда плод большой, сильная, хорошая карма, сильная духовная реализация, то да, это может отменить ваши неуходящие. Я могу, я не знаю, но я представляю. Чорламдё — уровень владения чорлам. Вы больше не можете пойти в более низшую сферу. Поэтому, должно быть, они разрушили ваши неуходящие. Наверное, это повредило некоторые из ваших неуходящих, но потом он лишь говорит, что это можно потерять, только став архатом. Я не знаю. У вас могут быть просветленные неуходящие, и у вас могут быть сенсорические неуходящие. Все в комнате засыпают. Давайте посмотрим, можем ли продолжать. Мне нравится эта картинка. Хорошо, Пачи? Я построил дом моего ламы. У меня ушло... О, подождите, есть еще одно его фото. Да, я построил дом моего ламы. Я заплатил за него и построил его, и никто не приходил помогать мне. Вернее, один парень помогал мне день или около того. Итак, я был наверху, на этих высоких... Он двухэтажный. Я был наверху, на 3-м этаже, на лестнице. И я никогда не забуду этого. Была зима, суровая зима. Я наверху, на лестнице, крашу дом вот так. Эти люди приходили, пожилые монголы, и говорили: «Привет, Майк». Я такой: «Что?» Он говорит: «Я собираюсь пойти в магазин». Я типа такой: «Я крашу дом, который никто не помогает мне красить». Он говорит: «Но мне нужно в магазин, меня нужно подвезти». Я был чипета, я был общественной лошадкой для всей общины. Ну да ладно, почему я говорю об этом? Если вы достаточно высоко забираетесь, вы оставляете ящик с инструментами внизу. Если вы работаете на 3-м этаже, вы всегда забываете какой-нибудь инструмент, и тогда вам нужно спускаться по очень опасной лестнице. Это 2 этажа, брать отвертку и снова подниматься. Потом вы забыли краску, и вы один. В любом случае, я говорю о том, что если вы поднимаетесь достаточно высоко, вы можете оставить немного своего неуходящего позади. Во всяком случае, я не знаю, почему эта картинка. Хорошо, давайте перейдем к следующему стиху. Мы начинаем говорить, мы начинаем думать, и тогда вся эта неуходящая штука начинает звучать немного некомфортно. Похоже на действительно более низкую идею, что если вы совершаете карму, она не может просто так уйти. Начинаешь чувствовать дискомфорт, правда?
Вся эта идея неуходящего звучит странно. Потом вдруг Нагарджуна переключает рычаг. Он говорит, следите за стихом. Кто преподавал неуходящее? Будда. Будда. Нагарджуна говорит, эй, не думайте, что неуходящее — это глупая идея. Есть настоящее неуходящее. И здесь он, видимо, переключает рычаг, и он такой, я знаю, ребята, вы сейчас не очень уважаете неуходящее, но есть настоящее неуходящее. Давайте расскажу вам о настоящем неуходящем. Он начинает описывать это. Тонг-паньи, не думайте, что только потому, что что-то пусто, оно разрушает неуходящее. Неуходящее существует, и оно пусто. Но это не означает, что оно не содержит ваше семя. Хорошо? Не думайте, что неуходящее не может удержать вашу карму с вами в течение жизни только потому, что оно пусто. Это неправильное понимание пустоты. Когда я говорю, что неуходящее пусто, я не имею в виду, что оно не работает, потому что вы, ребята, продолжаете так думать. Каждый раз, когда я говорю «пустой», вы, ребята, думаете, что он уже не имеет значения. Но когда я говорю «пустой», я имею в виду, что он таки имеет значение. Неуходящее пусто. Так что лучше узнать о нем и уважать его, потому что это означает, что оно работает. Это не значит, что оно не работает. Итак, это первое, что Нагарджуна имел в виду. Тонг-панье чепа. Чепа означает, когда мы говорим кемри кюн чепа, когда вы перекрываете поток чего-то. В любом случае, скажем, перекрыть, прервать, обрезать. Это должно быть чепа-тонг. Панье танг чепа-танг. О, здесь. Да, это точно ошибка. Кстати, я соединил версии Тенгюр и Чонялама, чтобы я смог обнаружить проблемы. У меня версия Чонялама, у вас версия Тенгюр. Сделал это для того, чтобы я мог обнаружить любые проблемы, так или иначе. Не думайте, что потому, что ваше неуходящее пусто, оно просто исчезнет. Чепа — обрезать. У нас были две крайности. Мыслительные вещи неизменяемы, и мыслительные вещи просто прекращаются. Третье. Хорва. Вам лучше разобраться с этой штукой, неуходящим, говорит Нагарджуна. Во-первых, потому что это говорил Будда. И во-вторых, потому что это король сансары. Он управляет сансарой. Неуходящий управляет сансарой. Они водители для сансары. Неуходящие в вашем кармическом кармане. Это водитель автобуса вашей сансары. Поэтому, черт возьми, лучше вам разобраться с этим, потому что оно сохраняет ваша карма с вами. Поэтому лучше вам разобраться с этим. Он говорит, что это вовсе не ерунда какая-то. Это реально. Будда говорил об этом. Мы должны разобраться с этим, потому что оно запускает ваши страдания. Последнее, так помимо. Не думайте, что оно не изменяющееся. Это неправильно. Не думайте, что карма, которая хранится долгое время, должна была бы быть неизменяющейся. Это тоже неверное восприятие. Будда действительно говорил, что карма может накапливаться со временем и возвращается к вам, что не означает, что карма неизменяема. Это просто означает, что она размножается или о чем-то в этом роде. То, что он говорит, это «я повеселился над ребятами из Абидармы» в этих нескольких стихах, но на самом деле они весьма прикольные. Идея, что карма неуходящая, это правда, это правда. Он говорит, я поднял эту тему, потому что вы, ребята, думаете, что если оно пусто, то неуходящее не может работать. Но я хочу вам сказать, что если оно пусто, то это доказывает, что оно работает, и карма остается с вами. Так что лучше следите за своей кармой. Неуходящая — эта штука реальная. Почему? Так сказал Будда. Это Нагарджуна. У нас, похоже, длинное занятие, но ничего страшного. Так ведь? Хорошо, поехали дальше.
Затем Нагарджуна углубляется, почему неуходящее должно работать. Нагарджуна углубляется в то, почему неуходящее должно работать. И он говорит, «Лени кебаме». Неуходящее работает потому, что вы не можете сделать карму. Неуходящее работает потому, что вы не можете сделать карму, имея в виду, которая существует со своей собственной стороны. Он делает пинок, понимаете, он такой, «Ура, наконец-то я запутал вас». Я повторю, неуходящее работает, потому что карма. Вы не можете сделать карму. Неуходящее работает, потому что вы не можете сделать карму. Почему? Потому что карма не обладает своей собственной природой. Она происходит из ваших семян. И потому что вы не можете сделать карму. Она остается с вами, не исчезнет. Поскольку вы не можете сделать карму. Она остается с вами и не может просто уйти. Поскольку вы не можете сделать карму, вы точно получите неуходящее. Понятно? Потому что вы не можете сделать карму. Поэтому вы получаете эти неуходящие. И это звучит как карма. Неуходящее — то же самое. Неуходящее поддерживает карму на Кристине. Кто бы ни была Кристина. Как клей? Да, это как клей. Это очень идея эпидармы. Кстати, вы хотите понять, вы действительно хотите спросить, что на самом деле удерживает на вас клей. Точно. Тогда он, эпидарма, говорит «тхокпе-тхокпа». У вас должен быть клей для клея. Потом он говорит, потом другой парень говорит, если у вас тхокпе-тхокпе-тхокпа, если у вас клей для клея, и он говорит, нет, оно заканчивается на клее для клея. Хорошо. Не волнуйтесь, вам не нужен клей для вашего клея. Вам не нужен клей для вашего клея, но вам точно нужен клей для вашего клея. Мне нравится следующая картинка. Она называется «Правила». Почему вещи работают? И правила. Я хочу сказать, что правила остаются верными, потому что они не существуют. Вы должны следовать правилам кармы, потому что они не существуют. Это значит, что даже законы кармы исходят из вас. Хорошо, Гешо, тогда они должны быть регулируемыми. Если законы кармы происходят из меня, тогда я смогу сделать доброе дело и получить плохой результат. Знаете, при странных обстоятельствах. Если это происходит из меня, тогда я должен быть способным вмешиваться в законы кармы. Это заблуждение. Тот факт, что что-то происходит из вас, не означает, что вы можете это изменить, что нет никаких закономерностей, что нет неизбежных закономерностей. Тот факт, что что-то происходит из вас, не является доказательством того, что в жизни нет неизбежных закономерностей, и что если вы сделаете кому-то больно, вам сделают больно. Это вы, кто создаете этот закон? Да. Можете ли вы изменить этот закон? Нет. Что ж, если это исходит из меня, я могу это изменить. Макхьяб не обязательно, хорошо? Мы поговорим об этом. Это сложное занятие. Послушайте его несколько раз. Мы еще не закончили с нашим исследованием кармы. У нас осталось еще одно занятие. Увидимся в следующий раз.